Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, продолжаем рубрику «С нуля до према за 24 часа». В этот раз посмотрим на заработок с черного рынка в городе Корлеон. Крафтить я ничего не буду, а займусь закупкой товаров в городах Королевского континента и их перевозкой на черный рынок. Стартовый капитал нам нужен будет минимальный. Я начал со 169 тысяч и возил все на мулах, что привез с собой после прохождения обучения. Каждый раз все, в чем я приехал в Корлеон, продавал на аукционе города и черном рынке. На прохождение обучения я затратил 33 минуты. Стартовый капитал создал в течение 1 часа, не без подгонов рандома. В первом же сольнике мне прокнул легендарный сундук, а в лагерях в основном попадались фиолетовые сундуки. Ну и без всеми любимой зелени с книгами интуиции не обошлось. Спустя 2 часа и 59 минут я приумножил свой капитал до 800 тысяч и выкатал всех привезенных с собой мулов, перейдя на оленей 4 тира и добавив в свой ассортимент предметы роскоши. Всем позитивного времени суток, вы на канале Велфлав, устраивайтесь поудобней и мы начинаем. На фоне вы увидите ускоренную перевозку в Корлеон на ослике с дополнениями. И прежде чем начать, сразу предупреждаю вас, в отличие от показанных и протестированных мной активностей и способов данной рубрики ранее, заработок через ЧР больше пассивный метод и подойдет как довесок для активных игроков, нежели основная активность на старте. Для малоактивных игроков, либо игроков с мобильного, у которых нет много времени на игру, субъективно, такой метод должен подойти как нельзя лучше, ведь мы зарабатываем тем, что ставим заказы на покупку на рынках городов, ждем пока не закупятся, либо мониторим рынки городов и закупаем там дешевые позиции, после чего забираем закупленное и завозим все на ЧР. У меня данная активность занимала в среднем по полчаса-час в день, не считая первых 5 часов активной игры. В дальнейшем, пока закупленное и выставленное на черном рынке продается, рекомендовал бы вам посещать Мглу для того, чтобы открыть доступ к городу во Мгле Брасилионе, благодаря которому мы ускорим и увеличим наш товарооборот и, как следствие, заработок. На стартовом муле я ходил по маршруту, что показано на карте. Уходило 11 минут. Чистый профит составлял в среднем от 74 тысяч до 110 тысяч за охотку. Напомню, это 11 минут. За час я заработал более 600 тысяч чистого серебра на баланс. Возиться в Корлеон можно, зная маршруты, но на муле я бы советовал вам не соваться в подземку в любое время дня. Основной принцип деления товаров для торговли на ЧР заключается не в тире и зачаровании, а в качестве предмета и является ли он артефактным. В ролике по ссылочке вы сможете подробно и наглядно ознакомиться с гайдом о заработке на ЧР, где все достаточно подробно описано и показано для понимания и начала торговли на нем новичку. Но затрону поверхностно выбор товаров. Для старта рекомендовал бы закупать предметы в хорошем качестве и просматривать цены на другие качества, уже непосредственно на самом рынке, обращая свое внимание на неартефактные предметы, так как они дешевле и закупаются черным рынком в большом количестве. Для начала достаточно обращать внимание на 2, 3 и 4 тир. Это и поможет нам сделать стартовый капитал. Я не буду показывать позиции для торговли, поскольку они сразу подешевеют, а черный рынок наводнит куча заказов на продажу, поломав заработок остальным игрокам. Потому вам придется потратить немного времени самим. Взамен, разобравшись самостоятельно, вы сможете легко зарабатывать хорошие суммы пассивно. Пока играете в любимые ваши активности, завезенные товары на черный рынок будут понемногу распродаваться, принося вам доход. В дальнейшем, когда пересел на оленя, я добавлял в ассортимент перевозок еще и предметы роскоши, что продаются в городе Корлеон, закупая с рынков городов плащи и сумки 2 тира, а также предметы роскоши 4 тира, ритуальные свечи, 5 тира, кровавая чаша и 6 тира, кинжал для жертвоприношений. Я размещал заказы на покупку, но иногда при выгодной цене и закупал все с рынков городов. К примеру, закупив плащи 2 тира, пару сумок и забрав ритуальные свечи с аукциона, что закупились по заказу за 384 серебра, себестоимость инвентаря, не считая билда, составила 45 965 единиц серебра, где сумки стоят 734 серебрушки, плащи закупил на 27 951 серебра и свечи обошлись в 17 280 серебра. Привезя все в Корлеон, я сразу продаю черному рынку плащи, если их цена превышает 1000 серебра. Остальное выставляю по заказу на покупку. И только плащи окупают все, принеся мне 541 199 тысяч серебра. Сумки я сразу продал ЧР за 1357 за штуку. А вот плащи обычного качества стоят всего по 480 серебра. Я сразу сдал их ЧР.
Но даже так я остался в плюсе, ведь закупил их по 93-94 серебра за штуку. Свечи при продаже принесли мне 41 400 серебра, 3600 ушло на уплату налога. Это без премиума. Чистой прибыли на свечах я получил 24 120 серебра. Мелочь, согласен, но мы берем объемом и завозим разные товары, а не одну лишь роскошь. Суммарно ходка принесла мне более полумиллиона чистой прибыли, на которую я затратил всего лишь 9 минут времени. Если катать нон-стопом, то лучше закупать понемногу, но разные позиции, чтобы это все успевало раскупаться рынком, пока мы возимся. Ну и не забываем о других игроках, что также будут торговать, потому стоит заранее посмотреть позиции и разобраться с ними. Теперь поговорим о билде для перевозок. Есть масса удобных и полезных сборок, как и мобильных видов оружия. Я же опишу, что я использовал сам. Ролик о работе брони на маунтах по ссылочке в описании. На голову взял шлем солдата со способностью блок, что защитит нас на 2,5 секунды от любого урона и контроля, позволяя двигаться при этом. Из пассивных способностей берем неумолимость, что увеличит наше сопротивление контролю, тем самым уменьшив время контроля, в котором проведет наш маунт. На тело берем броню хранителя или любую другую латку, что вам нравится. Из способностей аура бессилия, что уменьшит урон по нам. Пассивка неумолимость. Вторая пассивная способность, что есть только на латной броне, ставим сокрушение духа, чтобы не агрить на себя мобов. На ноги любую латку с омолаживающей пробежкой и неумолимостью. Плащ заглушка. В дальнейшем можно использовать форт стерлинг, чтобы защитить нас от любого первого контроля, что будет на нас наложен. В левую руку используем священный скипетр, чтобы повысить наше сопротивление контролю. В правую руку взяв кровопускатель со всеми способностями на мобильность. На Q смертельный взмах, на W марш-бросок и E, что также делает нас мобильным. Пассивная способность на ваше усмотрение. Принцип таков: если нас пешат, мы прожимаем W марш-бросок, после чего даем E и Q. Если мы спешились от горения или любого другого дот урона, то прожимаем Q, W, E, Q, а затем сапоги. Из зелий берем банки гиганта 7 тира, из еды сэндвич, дешево и сердито. Маунта используем с пассивной способностью на грузоподъемность по типу оленей, лосей, кабанов и прочих. Прежде чем продолжить, не забываем о розыгрыше рубрики. Победителем прошлого розыгрыша для внимательных зрителей стал Light, что получает награду сет для скипа 4-4 тира. В этом ролике приз для внимательных зрителей будет в виде элитного кабана 8 тира. Для участия в розыгрыше вам нужно указать количество изображений ритуальных свечей, что встречаются в ролике, где вы указываете в комментарии время в ролике и количество свечей, что указано в кадре, в конце комментария цифрой, сколько в ролике их всего. Для самопроверки количества свечей я делаю викторину, где вы сможете узнать точное количество изображений свечей, что будет встречаться в ролике. А если вам хочется поучаствовать и попробовать весь спектр группового контента, начиная с фарма и дайва статиков, золотых авалонских плит, зачистки авалонских карт или просто найти себе группу и компанию для походов по группикам, потаскать вихри или сферки в убегу, или даже покрафтить в той самой убеге, то гильдия Енот сможет вам предложить не только все вышеперечисленное, а и постоянные безопасные перевозки в Карлеон и обратно, минимум 2-3 поездки, вывозка из убежек и городов за пределы после таймера. Сбор тир.4 ресурсов также никто не отменял. Сами таймера играются в 12 и 14 по UTC. Присутствует full компенс система за таймера. Для его получения вам нужно сделать скриншот смерти и скриншот самой сборки с отображением его стоимости. И в случае смерти вам его оплатят. Приятным нюансом является оплата трэшнутых предметов с прогрева после таймера. В групповых активностях у ребят присутствуют не только СС, МС, ЗВЗ и прочие буквы алфавита, но и захваты защиты территорий и замков. В качестве бонусов прилагается обучение высокой классике и синхронным прыжкам в длину. А еще только здесь вы найдете самую большую и пушистую. И кстати, на моей памяти это единственная гильдия, в которой при съемках ни один Кенни не пострадал. Кстати, он-то и ведет мастер-класс по выживанию в ЗВЗ на любой роли. Ссылочка на дискорд гильдии в описании. Отыграв 11 часов и 10 минут, я открыл доступ к городу Брасилиону. Для этого нам нужно найти любого светлячка на локации и зайти в него. Таким образом мы попадаем во мглу. Чем выше редкость мглы, тем выше у нас будет прирост очков за выполнение событий во мгле. А именно, зачистка лагерей, где помимо сундуков мы будем получать еще и репутацию города. Освобождение светлячков, что находятся в клетке на локациях. И конечно же, транспортировка этих самых светлячков до порталов. Выполняя все эти нехитрые действия, мы сможем быстро разблокировать для себя город. Примерно за 50-80 минут игрового времени. Как раз будет чем заняться, пока ожидаем распродажи наших товаров. Всего мгла бывает 5 видов: серая, зеленая, синяя, фиолетовая и оранжевая. В легендарной оранжевой очки города Брасилион набиваются на раз, но и мобы будут 7 уровня. Набрав 50 тысяч репутации, мы повышаем наше звание и получаем доступ к Брасилиону, что выражается в появлении порталов во мгле, что ведут в сам город.
Для чего это нужно? Здесь мы сможем закупать кучу ресурсов, артефактов, предметов и многого другого по заниженной цене по сравнению с акционами Королевского континента. Приведу пару примеров. Во-первых, заработок на метовых и часто используемых артефактах. Для того, чтобы определиться с тем, что стоит покупать и какие артефакты часто используются при крафте и в каких активностях, разработчики дали нам ряд прекрасных инструментов. Для начала, какие предметы и в каких активностях часто используются, можно узнать благодаря рейтингу. Для этого нам нужно зайти в рейтинг и посмотреть различные активности, что там есть. В первую очередь, посоветовал бы вам обращать внимание на PvP активности и, выбрав игроков из различных уровней рейтинга, просматриваем, на чем они бегают и на чем бегают их противники, обращая внимание на артефакты, что нужны для крафта данного оружия и брони. Благодаря арсеналу мы сможем просмотреть варианты билдов в самом оружии, но есть второй нюанс. Благодаря функции арсенал мы сможем просмотреть популярность тех или иных билдов и сборок, после чего просматриваем цены на артефакты в Брасилионе и после летим продавать их в королевских городах. К примеру, расписанный камень, что используется в крафте леворучного предмета корень природы, что часто используют в караптах, мгле и прочих активностях. В Брасилионе с рынка его можно купить за 5к. Два артефакта мне обошлись в 10 745 серебра. Сняв с себя все, прыгнув в город, мне обойдется 1387 серебра. Продавать лучше в тех городах, где есть бонус к крафту данных предметов. Чтобы просмотреть это, выбираем город, нажимаем на стрелку в правом верхнем углу и просматриваем бонусы города к крафту. После чего прыгаем в него, скорее всего там будет цена на закупку завышена на данные артефакты. Таким образом, с бонусом к крафту леворучных предметов в Мартлоке такие артефакты будут закупаться дороже прочих городов. Прыгаем туда и видим, что цена на закупки стоит по 10 тысяч. Такие заказы часто там появляются. Продав два артефакта, я получил 7070 серебра за 1 минуту чистой прибыли. Согласен, копейки, но я закупал их заранее по заказу на покупку и после периодически проверял ценник в городе. Суммарно 66 артефактов я закупил за 344 718 серебра, а продал за 660 тысяч 66 серебра. Чистой прибыли получил 315 348 серебра. Теперь поговорим о предметах роскоши и вывозки. Это будет во-вторых. Абсолютно все предметы роскоши стоят намного дешевле в Брасилионе. Их там можно закупать даже просто с рынка. Особенно роскошь города Корлеон. Закупив 144 свечки, я заплатил 40 752 серебра. Еще 4%, что я отдам при продаже. Итого чистой прибыли получу 97 488 единиц серебра. После закупки выходим из города в сторону СЕ направления, как видно на видео. Время на данный момент 15:29. Попав на локацию, нам нужно просто заходить в светлячки по очереди и искать портал с нестабильными путями. Как только находим, едем к такому порталу и смотрим, куда он ведет. Зачастую они ведут в желтые и синие локации, но бывают и черные с красными. Нам нужны синие и желтые. Выехал из Мылы в 15:33, затратив 4 минуты на вывозку. Да, там еще и дорога до города займет минуту, но в целом вывозить из Брасилиона довольно просто. Далее заработок идет от объема закупки и вывозки за раз. Потому нам и нужен как можно больший вес. На сапогах ставим пассивную способность на вес. И чем больше у нас мастерка на сапогах, тем больше бонусного веса она нам будет давать. Суммарно, отыграв 22 часа и 47 минут на данном персонаже, итог таков. Проделывая все вышеперечисленные махинации и манипуляции с рынком, я никогда никого ни разу не убивал и не умер сам. Статистику персонажа вы видите на экране. Поскольку мы только и делали, что катались туда-сюда, я особо ничего не разблокировал на доске достижений. Прем на данный момент стоит 25 миллионов 837 тысяч 500 серебра. Мне удалось заработать 19 миллионов 598 тысяч 33 серебра. Для активности, которой мы занимаемся, не напрягаясь под просмотр фильма или прослушивание аудиокниги, я считаю более чем достаточной суммой, если учитывать, что мы занимались этим с нуля. Но данный способ слишком ситуативный, и я бы не рекомендовал ним зарабатывать новичкам в игре. Все зависит от скорости вашей реакции и понимания игрового мира с его активностями. Как и скорость закупки товаров в городах и черном рынке. У вас могут все скупить за 10 минут. А могут и днями не продаваться лоты. Знание меты и предметов, что используются в той или иной игровой активности, тоже очень значимо. Потому на данный момент заработок перекупством и торговлей на ЧР для новичков будет стоять на последнем месте в грядущем тир-листе заработков с нуля для новичков. Как всегда, я закупаю золото на заработанное серебро и удаляю персонажа, что сделан с отсылкой к неписью из WoW. Кто в теме, тот поймет. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, пообщаться или что-то обсудить. К примеру, какими способами и на каких товарах
зарабатываете именно вы. Думаю, это будет очень полезно для новых игроков и новичков. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!